Короче, решил я собрать майнинг-ферму, но такую, чтобы не более 6 видеокарт, а также умещаться в киловаттный блок питания. И очень хотелось, чтобы это была максимально прибыльная ферма. Поэтому варианты от NVIDIA мы с вами отметаем как слишком дорогие и акцентируемся на AMD Radeon 7 и Radeon RX 5700 XT. Но сперва давайте пробежимся по побочным элементам, по таким как материнская плата, процессор и все остальное. Материнская плата от ASRock с 6 PCI-Express слотами – отличная основа для майнинг-фермы. Процессор – самый дешевый Intel Celeron, который только можно найти под данный сокет. 4 гигабайта оперативной памяти DDR3, самая дешевая, одна единственная планка. Больше нам с вами не нужно. SSD-накопитель самый дешевый от 80 гигабайт или более. В моем случае это 120-гиговый за 1700 рублей. Цены на киловаттные блоки питания начинаются где-то от 7000 рублей и идут вплоть до бесконечности. Мы с вами, естественно, игнорируем самые дешевые варианты и самые дорогие варианты. В среднем получается где-то около 10-10,5 тысяч рублей за блок. И мой личный фаворит это вот этот вот киловаттный Zalman. У него сертификат 80 плюс Platinum. Это значит, что у блока питания очень большой КПД. Чем выше КПД у блока питания, тем меньше вам нужно платить за электричество. Обычно разница между простым 80 плюс бронз и крутым 80 плюс платинум огромная, если говорить о деньгах. Но в данном случае данный конкретный Zalman стоит уж слишком адекватно. Ко всему этому добавляем один из самых дешевых кулеров на процессор и получаем почти 23 тысячи рублей. С одной стороны, 23 тысячи рублей за тушку это безумно много. Но при этом это у нас с вами абсолютно новое железо. И в принципе вы можете рискнуть и обратиться к Авито. Получится как минимум в пару раз дешевле. Райзеры нынче стоят в среднем по 350 рублей. И нам с вами нужно их либо 4, либо 6. 4 райзера выйдут в 1400 рублей, а 6 соответственно в 200. Почему либо 4, либо 6? Потому что я рассматриваю либо 4 Radeon 7, либо 6 Radeon 5700 XT. Ну и теперь самое интересное – видеокарты. Radeon 7 мне удалось найти примерно по 50 тысяч рублей. Соответственно, 4 таких видеокарты обойдутся в 200 тысяч рублей. Radeon 5700 XT можно взять либо почти за 29 тысяч рублей референсный вариант с турбиной, либо почти за 30 тысяч рублей вариант от стороннего производителя с двумя вентиляторами. На 6 5700 XT нам с вами нужно 180 тысяч рублей. Вот и получается, что ферма на Radeon 7 будет стоить 224 400 рублей, а ферма на 5700 XT обойдется в 205 100 рублей. Продолжаем считать цифры. После всех очень суровых настроек Radeon 7 у нас получается 328 мегахэшей в секунду на эфире с целой фермы. При потреблении около 810 Вт из розетки. Можно выжать значительно больший хешрейт вплоть до 400 мегахэшей в секунду. Но при этом энергопотребление растет просто неимоверно сильно. И это становится уже не так выгодно. Ну и естественно мы не вписываемся в киловаттный блок питания. 6 5700 XT, опять же после всех настроек, выдают 333 мегахэша в секунду при потреблении 890 Вт. Очень похожие значения. Чтобы сравнение было интереснее, я решил добавить фермочку на 6 Radeon RX 570 8 гигабайт. Новые их можно найти где-то по 9550 рублей. И таким образом у нас с вами получается вся ферма за 82 400 рублей. И выжимает она в среднем 182 мегахэша в секунду при 700 ваттах из розетки. На первый взгляд получаются вообще отвратительные цифры, потому что мы получаем очень похожий уровень потребления, но практически в 2 раза меньший хешрейт. Давайте считать, как на самом деле обстоят дела с окупаемостью. Получается так, что ферма из 4 Radeon 7 будет потреблять 19,44 киловатт в сутки. Если посчитать при средней цене за электроэнергию как 4 рубля за киловатт, то это получается 77 рублей 76 копеек в сутки.
4 Radeon 7 намайнят нам за сутки 371 рубль. И после вычета стоимости электроэнергии получится 293 рубля чистыми в карман. Окупаемость с учетом электроэнергии 765 дней. Едем дальше. Radeon 5700 XT. Тут у нас получаются с вами следующие значения. 21,36 киловатт за сутки. Или 85 рублей 44 копейки расходов на электроэнергию за сутки. В день видеокарты намайнят 377 рублей 90 копеек, а после вычета электроэнергии останется 292 рубля чистыми в кармане. Окупаемость 701 день. Цифры значительно интереснее таковых от Radeon 7. И теперь самое неожиданное. А что же получается у RX 570? А получается вот так. 16,8 киловатт расхода за сутки. Или же 67 рублей 20 копеек расходов на электроэнергию в один день. Видеокарты майнят 206 рублей за один день. После вычета стоимости электроэнергии получается почти 139 рублей чистыми в карман. Окупаемость 593 дня. То есть, если ориентироваться по самому главному критерию, по окупаемости, то нет никакого смысла переплачивать за 5700 XT и тем более за Radeon 7. Старые добрые RX 570 прекрасно справляются с задачей. Вообще, для того, чтобы иметь одинаковый доход в день, нам с вами нужно иметь либо 6 RX 5700 XT, либо 12 RX 570. Естественно, 6 видеокарт смотрятся как-то попредпочтительнее, но с другой стороны, имея две фермы по 6 видеокарт, вы можете как-то разграничить зоны риска. Например, одну ферму поставить дома на балконе, а вторую отнести в гараж. Если проблемы с интернетом или электричеством в одном месте, вторая ферма продолжает работать. А чтобы узнать, какая видеокарта подходит именно вам, переходите на страничку «Лучшие видеокарты для майнинга». Там видеокарты можно отсортировать по названию, по хешрейту, по доходности и по окупаемости. А если кликнуть на интересующую вас видеокарту, то можно посмотреть на красивые графики доходности и окупаемости, а также на основные характеристики видеокарты. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, а также пишите свое мнение в комментариях. До встречи в следующем видео. Скачивайте Cryptex по ссылочке в описании и зарабатывайте на своем домашнем компьютере или на своей майнинг-ферме. А какую собрать, вы можете спросить у нас. Пока.